Меня зовут Мария Хамосова, мне 37 лет, город Москва, телесно-ориентированный психолог. Я родом из города Улан-Удэ, это Республика Бурятия, дочь бурятского шамана Виктора Шано. Мы сегодня будем говорить про мою деятельность, телесно-ориентированную психологию. Я помогаю людям улучшать свое состояние, проживать гнев, обиды, снимать телесные блоки, эмоциональные блоки, зажимы в теле. В своих методах я использую психологию, небольшой легкий гипноз. Мы находим конкретные ситуации, которые привели этого человека к определенному состоянию. И уже из отрицательного такое воздействия меняем на положительное. Это один из методов. Второй метод – это такой жесткий, сильный метод – это гвоздитерапия. Я использую гвозди механические садху. Там есть пули, гвозди-пули, которые когда наступаешь на гвозди, они проваливаются как будто бы. Да? И гвоздистояние, гвоздитерапия, она помогает людям прямо здесь и сейчас проживать все свои эмоциональные блоки. И я как раз, когда вы стоите, смотрю, где у вас выходит и что выходит. Максимально вы получаете расслабление, поднимается энергия, будем говорить, огня, которая помогает вам проживать негативные сценарии в жизни, эмоции, и тело максимально расслабляется. Ну, сначала напрягается, а потом расслабляется. И вы чувствуете легкость, простоту, ясность. И уже когда после практики вы выходите, уже точно знаете, что делать, как делать. Ну, я уже даю обратную связь по вашим состояниям и говорю, что делать дальше. Третий способ, который я использую, очень люблю тоже, он противоположный способ. Это точный массаж энергетический Access Bars. Что это такое? Это 32 точки, активные на голове. Воздействую на них легким прикосновением к голове. И буквально там за час вы получаете полную эмоциональную перезагрузку нервной системы. И мы смотрим вместе с вами. Ну как, вы просто лежите, вы не смотрите, вы просто чувствуете. А я смотрю, какие у вас области, сферы, ну, возможно, где-то есть там зажим, да, либо где-то есть сильное напряжение. Например, как чаще всего это сфера контроля. Да, человек напрягается, я хочу все контролировать. Ну, отсюда возникает напряжение в теле. И мы прорабатываем тоже ситуации, которые привели как раз к таким блокировкам. При этом вы получаете полное такое погружение, там, ну, минут, наверное, на 30 глубокого сна. Вы просыпаетесь уже легкий. Ну, и как будто после спа, и как будто вы неделю, не знаю, там путешествовали, отдыхали. Еще называют эту технику ментальный душ. Помылись и вышли. При этом вы лежите. Это вот три основных таких метода, которые я использую в своей практике. И, конечно, чаще всего не то, что смотрю, но чувствую людей на расстоянии. Потому что у меня шаманский род, и мы как раз обладаем высокими эмпатическими способностями на уровне там, вытянутой руки. Сейчас учусь на уровне там, 20 метров, 15 метров чувствовать людей, да, их состояние. Вот. Это вкратце. А что меня привело к моей деятельности? Это вот следующий вопрос. Ну, конечно, я предполагаю, что уже сейчас точно, что это мои корни, потому что у меня папа помогал людям, и мой дедушка, мой прадедушка. То есть это у нас, в принципе, помощь людям, это у нас в крови. А именно в эту деятельность почему? Ну, я свою профессиональную деятельность начала где-то с 19 лет, вот, будучи работая в психологическом центре, менеджером. И прикоснулся к психологии. НЛП был мастер такой. У нас единственный в Сибири, который нас познакомил с психологией. На протяжении всей жизни проходила так или иначе различные тренинги, закончила научно-практический институт психологии личности в этом году и как раз-таки углубилась в тему тела, эмоций, чувств и проживания разных состояний. И я теперь помогаю людям проживать, чтобы люди как раз освободились от своих всяких негативных эмоций. И что они сделали? Жили радостно, просто легко, с чувствами, с эмоциями, потому что чаще всего люди очень такие заблокированные и нечувствительные. У меня есть мечта
Я мечтаю открыть свой центр, да, чтобы человек мог прийти к психологу профессиональному, который показал ему состояние, тут же решил вопросы с телом, да, подключил тело. Мы позанимались, да, чтобы был такой центр, где человек мог, ну, не тратя время большое, да, там, к разным специалистам, чтобы он и получил массаж телесный, да, разный, психологическую профессиональную консультацию. Возможно, отдохнул, там, не знаю, чай попил, да, какое-то такое пространство, может быть, в форме клуба, чтобы были единомышленники в этом пространстве. Тут же он занялся благотворительностью, да, потому что я являюсь директором благотворительного проекта. То есть, чтобы мы могли людей, я уже предполагаю, что у меня будет команда, чтобы мы могли на уровне тела человеку помочь выйти из разных сложных ситуаций, привлекая психологов, да, телесников, не знаю, физиотерапевтов, там, да, разных остеопатов. И тут же мы ему могли предложить, когда он уже выйдет из всякого негатива своего, мог заняться уже во благо другим людям, да, там, поволонтерить, съездить к детям, помочь там, в новогодней программе, да, с инвалидами помочь что-то сделать. Прямо создать такое пространство для встреч, чаепития. Я обожаю чаепитие, да, чтобы мы сидели в такой доверительной обстановке, у нас было душевное, спокойное и радостное в то же время состояние у всех среди одноклубников, которые очень осознанны, да, которые радостные и понимают, что делать им в будущем, которые умеют мечтать и хотят жить. Вот я такое хочу создать прям пространство таких осознанных людей. Там был еще вопрос по поводу преград, да. На самом деле, одно из главных преград, не то что преград, наверное, обстоятельств, да, которые я сталкиваюсь, это время. Поскольку я человек, социально ориентированный человек, я стараюсь выделять время на психологию и на благотворительность. Вот сейчас пока вот процентов 90-80 у меня уходит на мой проект благотворительный «Доброчат». Мы помогаем детям, детским приютам, помогаем семьям в жизненной и трудной ситуации, кто оказался. Сейчас помогали мобилизованным гражданам. 3 раза мы ездили в Ростов-на-Дону, помогали беженцам, да. Ну, прям, когда в феврале случилось, мы уже в марте уже уехали с большой гуманитарной помощью. И вот это время, да, то есть я сейчас выделяю, чтобы я могла конкретно людям уже точно, не массово, как мы в Доброчате делаем, да, там 100 семей, 400 семей, либо там 4 приюта, 100 детей, а уже помочь им душевно справляться, и чтобы человек на будущее уже не попадал в такие ситуации. Потому что за 6 лет, вот нашему проекту будет через несколько месяцев 6 лет, я вижу, к чему приводят эти ситуации. То есть нужно решать до проблемы. То есть человек сначала имеет душевную боль, трагедию, он не справляется, ну и, соответственно, потом не справляется вся семья. Потом дети оказываются в детских приютах, возможно, в детских домах, да, или, возможно, в каких-то там других ситуациях. Поэтому предугадать, наоборот, предотвратить, наверное, да, попадание, это как раз помочь до этих всех жизненных ситуаций. То есть я хочу прям разделить массово уже, которые с результатами вот этих проблем, и 50% выделять, чтобы до этих проблем на корню помочь человеку справляться с душевной болью. Вот. Поэтому такой союз. Сейчас пока проблема в том, что я пока решаю результаты уже от этих проблем. Но планирую все-таки увеличить этот процент. Я обожаю Россию, я здесь выросла. Я родом из Республики Бурятия, и мои корни из Иркутской области. То есть пока я не представляю, в какой стране я буду жить другой. Ну, не представляю, честно. Вот расскажу случай. Мобилизацию мы встретили в Монголии. Город Улан-Батор, мы были в степях, вообще в юрте. Мы степной народ родом, мы буряты, бурят-монголы. И мы встречали мобилизацию, когда
Вся эта новость всех коснулась, и мы в это время пили чай в юрте. Что мы делаем? Мы просто собираем вещи, мы возвращаемся в Россию. То есть у меня не было других вариантов, как вернуться или остаться. Нам говорили: оставайтесь. Там билеты стоили за 1 000 000 рублей в Монголию. Километровые пробки стояли, дети стояли. Просто массово выезжали. А мы с 2 рюкзаками, вдвоем с мужем, наоборот, вернулись и преодолели на машине 6000 километров в Москву. То есть мы вернулись в Улан-Удэ, взяли машину, собрали все вещи, и поехали. Вот 9 дней у нас было путешествие обратно домой в Москву. И как я приехала, мы стали организовывать помощь для мобилизованных. Уже мне звонили, уже просили помочь, и уже в поездке я придумывала, как организовывать помощь. И сейчас у нас проходит акция по 20 ноября для мобилизованных семей. И мы ребят помогали одеваться, и я сама ездила в воинские части учебные. И парни, кстати, уже знают, что половина уже уехала дальше. То есть закончилась у них учебная часть, они уже уехали дальше. Ну вот у меня такая позиция. Я понимаю, что разные ситуации, когда 24-го случалось, 25-го мне понадобился день, чтобы придумать план. 1 марта мы уже стартовали со сбором гуманитарным на Донбасс. Мы хотели поехать в Донецк, мы просто не смогли поехать. И действительно мы подключили вообще всех, собрали гуманитарную помощь, помогали Скользейским районам, Калужской епархии. И мы добрались до Ростова-на-Дону, передавали помощь там. Это был март, никто не понимал, как передавать. Но мы нашли там русскую гуманитарную миссию, мы с ними вместе подружились. То есть вот когда случается какая-то беда, я, например, думаю так: чем я могу помочь физически? Вот у меня мозг вообще беда бедой, все там, может быть, закрываются, а я сразу думаю: ага, план, какой будет план? Значит, будет вот это, вот это. И максимально задаю вектор. И под этот вектор уже присоединяются люди, помощи, и машины, и там продовольствие, и денежные средства, и жертвуют. И наша самая главная задача, когда что-то случается, у нас очень часто, видимо, что-то случается, чтобы максимально собраться и задать этот вектор. И, кстати, люди этими тоже спасаются. Люди ведь спасаются, помогая другим, ты помогаешь себе. Я себя так спасаю. Да, все в ступоре, я такая: так, нельзя ступор, сейчас один день ступор, завтра надо организовывать. Потому что я волонтеров тоже так спасаю. То же самое было в пандемию. Все сидели, а мы в костюме тигра гуляем с пакетами, собираем, едем в Калужскую область. Вообще не сидели даже дома. 2 дня сидели взаперти. 2 дня в ковид, первая волна. Поэтому в этом плане я четко понимаю, что я могу быть полезна в организации дел.